Здравствуйте, уважаемая аудитория. Здравствуйте, уважаемый Мурат. Здравствуйте, Айсулу. Я всех приветствую. Всем мира и добра. Взаимно. Мурат, расскажите, пожалуйста, о чем наша сегодняшняя беседа? Ой, сегодня такая тема, я думаю, она всех будоражит без исключения. А именно, давно меня просили поговорить об этом. Речь идет об НЛО. Неопознанные летающие объекты. Я в своих беседах несколько раз касался этой темы, поэтому мне писали и просили, чтобы, может быть, я подробнее рассказал об этом, потому что в последнее время, с тех пор, как появились смартфоны, люди могут снимать, практически каждый человек может снимать видео, делать фотографии. Столько свидетельств появляется в разных странах. Снимают люди и всякие какие-то объекты непонятные. Идут споры, это может быть просто какая-то иллюзия или это действительно. В общем, практически всех это будоражит. Если они на самом деле правда, это неправда. И вообще, почему в последнее время столько много НЛО появилось? И как к этому относиться? Меня просили, чтобы я немножко поподробнее рассказал, что я думаю об этом и так далее. Как я говорю, что несколько раз касался этой темы, но так особенно в подробности не вдавался. Но если говорить о предыстории, то, в принципе, свидетельство того, что летающие объекты неопознанные появлялись с доисторических времен, об этом свидетельствуют всякие наскальные рисунки или хотя бы какие-то рисунки в египетских пирамидах, которые вот до сих пор сохранились. И там явно видно какие-то летающие объекты. Форма там у них такая куполообразная, а потом там в скафандрах люди. И таких рисунков много. Потом есть, конечно, много об этом тоже говорится в эпосах доисторических, и вот в индийских есть достаточно подробные, описывают прям вот летающие объекты и так далее. В греческой мифологии, там больше говорится как о богах, там полубоги и так далее. Вообще, надо сказать, что особенно много свидетельств до наших дней сохранились вот именно в эпоху еще до нашей эры, можно так сказать. И есть тоже свидетельства и с Южной Америки, там тоже есть и рисунки, и даже какие-то предметы сохранились. В общем, было огромное количество вот таких свидетельств. А потом, как уже наступила наша эра, то есть от Рождества Христова, так сказать, последние 2000 лет, можно сказать, практически никаких свидетельств нету. За исключением, не так много, но какие-то записи время от времени появлялись в разные века и в средние века.
появлялись какие-то записи даже известных людей, таких как вот там, не знаю, Бенвенуто Челлини, который у себя в дневнике записал, что видел какой-то объект летающий, непонятный. Вот такие вот время от времени появлялись такие вот записи. Но, в принципе, это было спорадично, редко, и так особенно никто не обращал внимания. Но вот после Второй мировой войны, можно сказать, это вот начало усиливаться. Тем более вот появилось телевидение, там, радио какие-то, вот, уже газеты везде распространены, какие-то все больше информации просачивалось на эту тему. Но а с появлением смартфонов, так это вообще уже сейчас, если заглянуть в YouTube, но там полно записей, свидетельств всякого рода и всякого рода эти летающие объекты, разные формы и так далее. Ну и дошло до того, что эта тема в официальных кругах и всегда игнорировалась, об этом никогда не говорилось. Но вот меня удивило, в прошлом году, летом, кажется, вот не так давно, чуть больше полугода назад, в парламенте в США было официальное слушание на тему НЛО. И это было впервые. Как бы на таком уровне, на официальном уровне, просто, так сказать, уже не говорили, что это какие-то всякие сумасшедшие уфологи, которые непонятно что какие-то истории придумывают. Нет, уже, так сказать, серьезные люди в парламенте уже серьезно обсуждали эту тему. И это, по-моему, было впервые, чтобы в какой-то стране парламент обсуждал эту тему. Ну, то есть получается так, что, уже, так сказать, замалчивать эту тему стало невозможно, по всей видимости, и вот пришлось, так сказать. Ну, или еще какие-то мотивы были. Во всяком случае, я могу это объяснить так. Я не раз тоже говорил о том, что Земля находится на карантине, да? Да. И тут вот такая вот история. До нашей эры Земля не была на карантине. И поэтому не только летающие объекты здесь появлялись. То есть инопланетяне просто здесь, так сказать, высаживались. И я говорил о том, что старались как-то помочь нам. Причем это были как и позитивно поляризованные инопланетяне, так и негативно, параллельно. Так как не было карантина, можно было здесь, так сказать, высаживаться, и те высаживались. Я даже говорил, что, например, если говорить о позитивных, то это вот египетские пирамиды или пирамиды, которые вот сохранились в Перу до сих пор. Это вот, так сказать, позитивные, поляризованные строили. А негативные, это я вот тоже как-то говорил, например, на острове Пасхи. Вот эти огромные фигуры, головы, которые там до сих пор находятся, это были негативные. Так же, как и вот это знаменитое плато Наска, где вот эти рисунки, которые видны только с высоты, это тоже негативно поляризованные это делали. Почему? Так что
Как понять, почему? Ну, а почему они, вот эти же поступки их не говорят о их негативной настроенности? Ну, я объяснял, что, в принципе, ну, не было запрета Мгм. на посещение Земли, поэтому и негативно поляризованные посещали, и позитивно, и каждый, так сказать, выполнял свою работу, каждый, так сказать, пробовал. Урона Земле же не было, и негативной настроенности по их поступкам не было выявлено. Ну, Но нет, все-таки я вот сказал, что в конце концов где-то 10 тысяч лет назад негативные, они захватили власть и управление над всей планетой. Не, я Все-таки, читала по вот этому плато Наска, да, вот эти да. рисунки, которые с высоты видны, они же как бы не несут какой-то негативный подтекст. Ну, современные люди до сих пор не могут расшифровать, Мгм. что означают. Всякие гипотезы выдвигают, но современный человек не знает, зачем эти рисунки, которые видны только с высоты и так далее. Но я говорил о том, что не учитывают то, что ландшафт был другой Мгм. Это вы пару говорили. тысяч лет назад. И там были высокие холмы, с которых эти рисунки были прекрасно видны, и они выполняли определенную роль, потому что ну, у них была подложена под эти рисунки идеология. И они этой идеологией обучали население местное. Поэтому они поклонялись, и как бы вот эти рисунки, они тоже программировали людей, да? Мгм. Вот. Другое дело, что это не сохранилось, этого народа нету сейчас, не существует как бы, поэтому современный человек не знает, зачем это все и так далее. Ну понятно, когда идеология не сохранилась, то люди не знают, как это все использовать. На самом деле это символы, причем они для тех, кто знает, понимает подоплеку, да, это очень сильные символы, и они воздействуют на подсознание. И когда там вот с детства народ, люди там дорастали в этом, то у них как бы кодировалась ихняя психология, да, глядя на эти рисунки, потом, естественно, там какие-то обряды выполнялись, все это, так сказать, было расписано у них. Поэтому это такие очень мощные символы, которые служили, так сказать, чтобы вот это была негативная поляризация. Мгм. Теперь понятно, да. Вот. А в свою очередь позитивные в противовес, они строили свои, да, вот, например, я говорил, пирамиды строились, они же должны были, по идее, очень много хорошего принести человечеству, да, и пирамиды строились, ну, практически по всей планете. Мгм. Просто наиболее известные это вот разрекламированные в Египте и в Перу, а вообще, ну, например, я тоже говорил, в Китае очень много этих пирамид, да, больше 100 пирамид, но просто Китай, как бы, он это никого туда не допускают, хотя там многие ученые просили, чтобы их допустили, но хотят изучить. Но Мгм. Китай никого не пускает, поэтому о китайских пирамидах как бы, ну и нету информации, нету разговоров особенно и так далее. Вот больше изведаны египетские, и там видно, что да, действительно это колоссальные сооружения, которые до сих пор человечество не могло бы делать. Ну и потом я рассказывал о пирамидах, о том, что
они выполняли колоссальную функцию, пирамиды. Там пирамида, она имеет такую форму не зря, вот такую, да, потому что эта форма, вот внизу, видите, вот этот фундамент, он широкий, да, он вбирает энергию земную, видите, таким большим потоком входит, с одной стороны. А с другой стороны, космическая энергия входит сюда. А внутри вот эта энергия, она проходит, там же специальные каналы были сделаны, по этим каналам проходит энергия, и эти каналы, это не просто вот такие ровные, да, они так сделаны, что вот эта энергия преобразовывалась. То есть надо понимать, что, например, когда энергия отбивается от стены и отходит, да, она как бы меняет свое свойство. И когда она вот несколько раз это делает, то свойство меняется, вибрации меняются, а от этого воздействие меняется. И, естественно, инопланетяне, они прекрасно в этом разбирались, поэтому там эти проходы для энергии были так сделаны, что это не просто так, да? Она входила, и в определенных местах были комнаты, в которых разные функции выполнялись. Например, на определенной высоте целительства, потому что там было четко рассчитано, вот именно в этой комнате энергия входящая, она настолько менялась, что вот именно она служила целительству. В другой комнате, в другом месте, например, там учили, потому что там шло просветление, то есть на интеллект действовала эта энергия. Была комната, кстати, очень интересная комната была, специальное омолаживание. В этой комнате можно было действительно омолодиться. Вот это была единственная комната, очень интересная. Там наоборот, в этой комнате создавался вакуум. Там не было энергии. То есть, видите, тоже специально так было просчитано, чтобы был вакуум, не было энергии. Потому что вакуум выполнял такую функцию. Вот почему человек стареет. Я как-то об этом тоже говорил. Ну, я больше обращал внимание на образ жизни, на питание и так далее. Все это, естественно, играет роль. Но не менее такую разрушительную роль в старении это играет электромагнитное поле, которое окружает нас в атмосфере. Вот это электромагнитное поле, оно разное в атмосфере. В разных местах это разное электромагнитное поле. У человека есть свое электромагнитное поле. Так вот, вот это поле с атмосферы, оно воздействует на человека. И иногда бывает, что без последствий, но иногда человек, сам того не подозревая, находится в таком поле, которое разрушает его электромагнетическое поле. Отсюда происходит старение. Потому что когда у человека нарушается электромагнетическое поле, он стареет. А практически каждый человек этому подвержен. Потому что
где-то он все равно будет соприкасаться вот с такими атмосферическими полями, которые просто разрушают его отсюда. Вот, поэтому в пирамидах в определенных местах была комната, где был вакуум. Ну и вот, оказывается, вакуум, он вытягивает все нарушения в человеке. То есть, когда человек там сидит в этой комнате, все нарушения в его электромагнитическом поле этот вакуум вытягивает. И у него опять нормализуется его натуральное электромагнитическое поле, и он омолаживается. И это и на здоровье позитивно влияет, и так далее. Так что разные функции. Ну и на самом верху тоже была комната. На самом верху там как раз входила космическая энергия. Вот. Ну и там, если там сидеть, то там человек как бы просветлялся. У него при определенной подготовке, так сказать, была связь с космической энергией, и, так сказать, он мог тоже получать знания оттуда. Так что вот пирамиды выполняли разного рода функции. Ну и кроме этого я еще говорил, что инопланетяне также учили земледелию. Это же они научили египтян выращивать и пшеницу, и вообще сады, мелиорации. Всему этому они учили. Вот. Но потом они увидели, как я сказал, что все-таки фараоны начали использовать все это знание только для себя. И как инопланетяне не старались, все равно получалось так, что фараоны, они как бы все это начинали, так сказать, только среди элиты в секрете держать, а не для простого народа, то есть только для себя. Поэтому они только сами омолаживались, все секреты только для себя и так далее. Ну, то есть они хотели, чтобы народ тоже их считал за таких полубогов. Потому что народ в то время инопланетян воспринимал как богов. А жрецы и фараоны хотели, чтобы, так сказать, народ их воспринимал как полубогов. Поэтому они тоже, вот, обладая этими знаниями, они их держали в секрете. Вот. Ну и когда это стало понятно, что, в общем-то, к сожалению, никакого успеха эта миссия инопланетян не приносит, хотя они несколько раз пытались это делать. Но, к сожалению, результат был один и тот же. Поэтому я вот также говорил, что есть кураторы, кураторы вообще Солнечной системы. Это, значит, Совет Конфедерации, там из разных планет, и из высших измерений состоит. Вот. И они постоянно присутствуют, они курируют, так сказать, нашу Солнечную систему. А так как в нашей Солнечной системе вот только на Земле, Земля, то есть жизнь идет, ну, то есть, естественно, они больше всего сконцентрированы на Земле и курируют все процессы здесь, смотрят, хотя и не вмешиваются, но стараются не вмешиваться, но следят. Так вот, после всего этих всех приключений и стараний, они решили, что все-таки надо карантин закрыть, Землю, чтобы уже никто не вмешивался. Ну и вот тогда, вот пару тысяч лет назад, был принят карантин. И для позитивных, и для негативных. Нельзя было
сюда. Поэтому уже в нашу эру, последние 2000 лет, вот практически никаких сведений об НЛО не было, потому что Земля была на карантине. Вот. Но потом, вот после Второй мировой войны, начали появляться все больше и больше. Почему? Потому что я тоже как-то говорил, в это время где-то обсуждался, кураторы обсуждали вопрос карантина в связи с тем, что, в общем, цивилизация развивается, но они знали, что скоро тоже начнется переход и так далее. И вопрос шел о том, чтобы, так сказать, ну, что-то надо делать с этим карантином и так далее. Ну и тогда было решено, что надо это сделать постепенно. И частично карантин был снят. То есть можно было, разрешили посещать Землю, но нельзя входить в прямой контакт с жителями Земли. Ну и вот поэтому, как только вот этот карантин частично был снят, началось вот это паломничество. После Второй мировой войны сюда начали прилетать. И не только прилетать. Они начали, инопланетяне, тоже строить здесь свои базы. И если посмотреть в наши подземелья, то там достаточно много баз инопланетных. И не только в подземельях, но также в океанах. Про океаны, да, я слышала. Да, но в подземельях тоже очень много. Они строят там свои базы. Им нужны эти базы, ну, тоже, чтобы немножко отдохнуть. Кроме этого, они там аппаратуру какую-то. Вот. Про то, что наши, ну, вот, людей брали в лаборатории для анализов. Как бы, ну, такие свидетельства. Нет, прямой контакт запрещен. Это все вымысел, да, считаете? Да, прямой контакт запрещен. Хотя бывали случаи, конечно, ну, всегда бывают исключения. Иногда там по каким-то причинам прямой контакт происходил, ну, потому что, ну, когда много уже, так сказать, здесь всяких инопланетян, то волей-неволей какие-то бывают случаи, ну, вот по каким-то причинам, да, действительно бывали такие контакты. Так, совсем исключать этого нельзя. Причем как со стороны негативно поляризованных, так и позитивно поляризованные. Хотя, вот как я сказал, прямой контакт запрещен. Вот. Поэтому было решено вот этот частично карантин снять для того, чтобы подготовить человечество к прямому контакту. Потому что, как я, помните, рассказывал о календаре майя, который заканчивался в 2012 году,
Ну и интерпретация такая была, что это конец света, да? Я говорил, что на самом деле, ну то есть там все газеты писали, вот майя, древняя цивилизация, вот они предсказали конец света и так далее. Вот в конце концов конец света не произошел. Но я объяснял эту ситуацию, они это не предсказывали, и потом это не майя, этот календарь создали, а вот именно инопланетяне. Причем вот там, в Южной Америке, в Перу, вот эти пирамиды строили инопланетяне из 6-го измерения, то есть высоко развитые. И вот они составили этот календарь, в котором научно все очень четко было вычислено. И вот эта дата, 2012 год, это, конечно, не конец света, а это имелось в виду, что наша планета заканчивает свое развитие в 3-м измерении. И после этого начинает переход в 4-е измерение. Ну, вообще, некоторые люди говорят не измерение, они говорят плотность. Вот 3-я плотность, и вот сейчас наша планета идет в 4-ю плотность. Да, может быть, это более правильно называть не измерение, а плотность. Но я говорю измерение больше, потому что, ну, как-то для нашего уха более привычно говорить измерение, поэтому я вот говорю измерение. Хотя, может быть, правильнее говорить плотность. Это так, для информации. Так что мы останемся при измерениях, но имеется в виду вот эта плотность, да, 3-я плотность, 4-я плотность, 5-я. Вот мы останемся при измерениях. Так вот, просто они в этом календаре написали, что Земля заканчивает свой цикл развития в 3-м измерении и начинается поход в 4-е измерение. Почему плотность? Почему плотность правильнее? Потому что плотность имеется в виду, я же говорил, что вот сейчас, например, мы делаем переход и меняются вибрации. Ну, вибрации, да. Вот. То есть, когда меняются вибрации, плотность атмосферы меняется. То есть, если как бы больше по-научному подходить, то разница между 3-м и 4-м измерением – это разная плотность вибрации. Отсюда тоже, да. Но отсюда, естественно, это влияет тоже на атмосферу, как бы. Разная плотность атмосферы получается. Наоборот, концентрируется или она расширяется, плотность? В 4-м измерении, то есть в 4-й плотности, вибрации выше. Выше. Поэтому как бы плотность, она становится, ну, более плотной, да? Да? То есть масса, да, масса. Помните, я тоже говорил насчет духовной массы. Чем более человек развит, тем больше у него духовная масса. Вот так же тоже с плотностью. Чем выше вибрации, тем плотность больше, да? А значит и масса. Поэтому вот это вот более правильно с научной точки зрения говорит плотность, конечно. Но на простому мы говорим измерение, хотя подразумеваем плотность. Вот. Так, о чем я говорил? Ну вот, о том, что, кстати, сейчас ученые ломают голову тоже над тем, что, например, время. Этот аспект тоже будет важный сейчас, вскоре. Время люди
научились там пару сот лет назад измерять астрологически. И это достаточно точно измеряли время путем, ну, как бы время астрологичное. Вот. До момента, когда начала развиваться атомная наука. И вот как только изобрели атом, то через некоторое время изобрели тоже атомные часы. Ну и в настоящее время атомные часы считаются самые точные. То есть там точность идет такая, что атомные часы должны корректироваться один раз в миллион лет, там на 100-ую долю секунды. Понимаете, один раз в миллион лет. Ну, такая точность атомных часов. Вот. И, значит, вот с тех пор, как начали фиксировать время этими атомными часами, сопоставлять с астрологическим временем и так далее, то вот, по-моему, впервые это было зафиксировано в 1971 году, то есть лет 50 назад, заметили тогда впервые, что Земля вращается чуть медленнее, чем астрологическое время. Вот из-за того, что Земля чуть медленнее вращается, получилось так, что в течение 1 года время на Земле отстает на, ну, где-то на 1 секунду. Ну, так было принято, там было точно тоже высчитано благодаря атомным часам. Ну, решили, что вот впервые, вот это, кажется, было в 1971 году, вот тогда было решено впервые, что секундную стрелку раз в год будут переводить на 1 секунду вперед, чтобы время соответствовало астрологическому. Ну, вот так было решено, и вроде все в порядке. До момента, по-моему, вот это, я сейчас точно не скажу, но мне кажется, это было в 2016 году, не так давно, когда опять крик поднялся вокруг часов, когда вдруг обнаружили, впервые сказали, что Земля начала вращаться быстрее. Непонятно почему, но ученые не понимают, до сих пор идут споры. Земля начала вращаться быстрее, и вот в 2016 году впервые, как бы за всю историю, пришлось секундную стрелку на 1 секунду назад. То есть до этого все время на 1 секунду вперед переводили, а теперь назад. Потому что Земля быстрее вращается, значит, теперь секунду надо назад переводить. И вот это произошло в 2016 году, ну и ученые до сих пор не понимают, почему. Ну, потому что ученые, они немножко думают по-другому. То есть они не рассматривают вот этот момент, что начался переход. В 2012 году Земля закончила свой цикл развития в 3-м измерении, и просто начался переход в 4-е измерение, то есть Земля будет менять свою орбиту. То есть она начала менять свою орбиту, и вращение Земли ускорилось. Она начала менять, и в скором времени Земля должна уступить вот это место, в котором мы находились. Теперь это место займет Венера. И, кстати, я тоже как-то в одной из бесед говорил о том, что в нашей Солнечной системе 8 планет,
Но я говорил, всегда присутствует тоже 9-я планета, она невидима. И она сейчас находится в газообразном состоянии, поэтому она невидима. Потому что, как я сказал, вот 8 планет, самая первая, которая была, Нептун, она вскоре покидает Солнечную систему, и, значит, соответственно, все планеты будут передвигаться, вот в том числе и Земля. Она сейчас как бы вот на 3-м месте находится, да, в 3-м измерении по отношению, если от Солнца, она на 3-м месте от Солнца находится. Значит, она перемещается на 4-е. Венера занимает место, в котором была Земля, Меркурий занимает место Венеры, и вот появляется новая планета, которая, кстати, по-моему, она уже начала появляться. Потому что некоторые люди увидели около Солнца какую-то новую планету. Хотя те, которые, так сказать, официальные, которые в телескопы наблюдают, они пока молчат. Но много ж любителей, которые, так сказать, тоже за небом следят. Они даже сделали фотографии, на которые видно, что да, рядом с Солнцем появилась какая-то планета. Ну вот, как я говорил, по всей видимости, вот из газообразного состояния эта планета уже начинает принимать вот эту первую плотность. Она уплотняется. И когда она уже достигнет первой плотности, она уже будет, ее мы увидим наконец-то. Но в этот момент все должно переместиться. Вот этот процесс уже начался. И поэтому Земля тоже вот ускоряется. Вот. Так что это вот, если говорить о таких базовых вещах. И из-за того, что карантин был частично снят, вот появились массово, начали появляться НЛО. Почему? Ну вот вы представьте себе, вот мне такая аналогия пришла. Чемпионат мира по футболу. Естественно, все будут ожидать вот финальный матч. Билеты раскуплены там за полгода, да? Все там уже настраивают свои телевизионные каналы, ждут вот самые лучшие игроки планеты. Ну, если не в 100%, но много людей на всей планете, значит, ждут этого матча, да? Финальный, особенно чемпионата мира. Даже люди далекие от футбола, но вот финальный матч посмотрят. Вот. А теперь представьте себе события планетарного масштаба. Ведь такое происходит раз в миллионы лет, несколько миллионов лет, чтобы какая-то планета перемещалась в другую плотность. Ну да. Я, по-моему, слышала, что была планета Фаэтон, которая, по-моему, вообще ушла. Да? 9-я. Нет, Фаэтон просто ее поначалу как бы ну, назвали планетой, а потом все-таки пришли к выводу, что нет, это не планета. Да? Да, и вот, так сказать, последнее официально уже, так сказать, принято, что это не планета. Поэтому Фаэтон никуда не ушел, просто она больше не планета. Небольшое, то есть недолгое время она считалась планетой.
но больше она не планета. Вот. Так вот, представьте себе, раз в несколько миллионов лет такое событие. Планета, которая населена, переходит в другое измерение. Ну, это же событие вообще несравнимо с футбольным матчем, да? Вот, поэтому инопланетяне из разных галактик прилетели посмотреть. Это же огромное событие. И, по всей видимости, тоже транслируют там это все лайв, живьем себе. У них же есть такая аппаратура. Они все это снимают. Недаром эти корабли тут летают. Они все это фиксируют. И, так сказать, по новостям у себя там передают, как тут дела. Понимаете, там тоже следят, смотрят, интересно. Но события такое, понимаете. Поэтому, чтобы представить себе, почему столько много НЛО вдруг, вот я говорю, ну вот такая аналогия. Ну интересно другим цивилизациям посмотреть, как это происходит. Живьем. С другой планетой, да? Вот. Тем более, что, как я сказал, в общем-то, связь всегда была с Землей у других цивилизаций, как у негативных, так и позитивных. Так что сейчас как бы среди вот этих НЛО, ну, есть как бы болельщики тоже, и позитивные, и негативные. И каждый болеет за своего. Они смотрят уже, как здесь вот идет столкновение между позитивными и негативными силами, кто выиграет. Ну и каждая сторона подбадривает своих. Я говорил, что они влияют тоже ментально. Так что они не просто так находятся, не только следят, но, так сказать, принимают, стараются активное участие принимать в рамках, ну вот как, когда на стадионе болельщики сидят, они понимают, что им нельзя выбегать на поле, да, они только могут кричать все, что угодно, но, так сказать, вот в рамках, так сказать, принятых законов. Ну, вот так же они. Есть ограничения, и вот они тоже, они могут здесь пребывать, но, так сказать, в прямой контакт нельзя входить. А так ментально можно воздействовать, и это, они этим пользуются. Вот, так что время, поэтому дело очень важное, потому что сейчас мы к этому вопросу подходим уже вплотную, потому что, естественно, как я сказал, появилось очень много видео, фотоматериалов этих летающих объектов, и люди заметили, что они разной формы, да, там поначалу писали больше о летающих тарелках, потом начали появляться такие сигарообразные, потом какие-то треугольные, ну, всякого рода. Но в последнее время очень часто тоже появляются просто такие светящиеся шары, такие сферы, светящиеся. Это вот свидетельствует о том, что эти космические корабли, они из разных галактик и из разных тоже измерений. То есть из 4-го, из 5-го, из 6-го измерения вот разные корабли, поэтому они имеют разные формы, разные величины и так далее. Например, очень интересна вот эта сфера. Я как-то вот рассказывал, когда вот мы разбирали книгу тибетских мудрецов, там был такой эпизод один, когда вот эти ученые американские прибыли в
какой-то небольшой городок. Их там принимали торжественно, устроили ужин, и на этот ужин пригласили губернатора местного. А этот местный губернатор был буддистом. И вот во время такого торжественного приема, вроде поначалу все шло хорошо, этому губернатору что-то не понравилось, и вдруг он, значит, начал громко кричать и выражать свое недовольство против христиан, против христианской религии. И, в общем, ну, так разозлился сильно на христиан, и начал их, так сказать, оскорблять, этих ученых и так далее. И в этот момент в этой комнате появился Иисус и Будда. Это я об этом рассказывал. Причем Иисус был в своей, так сказать, нормальной форме человеческой, а вот Будда, он в интересной форме. Он был в такой сфере находился, такой шар, и он внутри этого шара сидел. И этот шар плыл рядом, значит, с Иисусом. Будда находился в этом шару, и только его голос слышался, а он сидел. Ну, естественно, этот губернатор, он просто обомлел и дар речи потерял. Ну, и Будда там сказал: как тебе не стыдно называть себя моим последователем и говорить такие вещи? А разве я учил ненавидеть другие религии? Ну, вот в таком духе, да? И вот я просто хочу сказать, что Будда был в такой сфере, в круглой, внутри. То есть это говорит о том, что он сейчас находится в такой цивилизации, где вот там не в человеческом облике, а вот в такой сфере. Поэтому надо понимать, что вот эти сферы, светящие шары, которые люди наблюдают сейчас очень часто, но это просто другой вид материи, но это материя, так сказать, осознанная, то есть это там существа мыслящие, да, это не просто какой-то шар. Это вот, чтобы было понимание, что вот эти все разного рода космические корабли, это просто они из разных галактик, из разных цивилизаций, поэтому они тоже по-разному выглядят. И на самом деле они здесь за нами следят. Я тоже, по-моему, как-то говорил о том, что наши кураторы, у которых постоянная база находится на Сатурне, на одном из кольце Сатурн, у них там постоянная база. Но при этом у них всегда на околоземной орбите есть корабль кураторов, который все время здесь находится. У них там пару кораблей есть, но один всегда здесь находится. Постоянно. И у наших кураторов тоже есть база в подземельях. Там они тоже хранят аппаратуру, которая им нужна для работы, отдыхают. Но, что интересно, у них там тоже есть искусственный интеллект. И вот это очень интересно, потому что очень многие люди медитируют, молятся, обращаются с какими-то вопросами все время, да, к Богу и так далее. И часто получают ответы.
не подозревая, что очень часто эти ответы приходят от этого искусственного интеллекта. Потому что кураторы объясняют это тем, что, ну, вы знаете, ну, все время поколение меняется и так далее. В каждом поколении люди, всегда есть какое-то количество людей, которые активно развиваются, медитируют. И практически все, у многих одни и те же вопросы, похожие. Да? В разных народах, в разных поколениях, ну, часто вопросы повторяются одни и те же. Ну и чтобы, так сказать, оптимизировать этот процесс, вот они там решили поместить искусственный интеллект, который просто отвечает на эти вопросы. Ему не трудно, да, искусственному интеллекту. Он всегда готов. Но вы должны знать, что, естественно, он был запрограммирован, так сказать, нашими кураторами, поэтому эти ответы, они, так сказать, аутентичны. Но это просто говорит о том, что в любое время можно задавать какие-то вопросы. Интеллект искусственный всегда ответит, потому что ему это нетрудно сделать. Он это слышит, улавливает. А вот если такой момент, у человека возникает какая-то, ну, спорная ситуация. И вот буквально ситуация возникла, через некоторое время он берет в руки книгу, как ответ. Ну вот, раз и нашлась книга, прям в этом же помещении, это раз и книга. Вот это вот интеллект или все-таки пространство? Ну, интеллект, он больше, так сказать, влияет на сознание, да? Да. Если вот человек хочет получить ответ, то он получает непосредственно в сознание свое. Вот, ну, иногда интеллект тоже может подсказать, действительно, вы там что-то ищете, и он подсказывает, а вот там посмотри, да, или подсовывает книгу, как бы. Когда возьмешь ответ в реальном плане, раз и вот он. Да, может, потому что, я говорю, этот компьютер с искусственным интеллектом был создан не людьми, только инопланетянами на очень высоком уровне, да? То есть это шестое измерение, это очень высокий уровень развития. И, естественно, тот искусственный интеллект, который там, значит, они оставили, который вот в подземелье все время, так сказать, задействован, но он практически человек может воспринимать этот искусственный интеллект, ну, как бы, ну, как, не как Бог, конечно, но вот, ну, скажем, вот секретарь Бога, да, вот так можно воспринимать. Чисто... Пресс-секретарь, по-нашему, Да. да, вот пресс-секретарь Бога, вот так можно сказать. Потому что в молитвах и медитациях интуитивно человек все равно смотрит наверх. Да. Но я вот просто хочу сказать, что очень часто этот ответ приходит, так сказать, не сверху, а снизу. Да? Можно смотреть вверх, неважно, но ответ придет снизу от искусственного интеллекта. Вот. Ну и самое последнее, может быть, самое важное, что я хотел бы сказать, это касается того, что многих вот это просто изумляет, удивляет. Вот видят, вот ниоткуда появляется летающий объект вдруг, и потом также вдруг исчезает. Да. Как это вообще происходит? Да? Ну и вот это все, так сказать, людей сбивает, как говорится, с панталыку, да? Что появилось вроде, а потом исчезло, и потом человек не знает, а может быть это была галлюцинация, да? Но вот с тех пор, как появились смартфоны, то люди уже фиксируют. То есть они как бы себе тоже хотят доказать, что это не галлюцинации, да, что вот они видят, и смартфон это все фиксирует, и действительно появляется объект и исчезает.
Раз, был и нету его. Ну и вот я хочу объяснить эту вещь. Дело в том, что это зависит от... Чтобы это понять, я вот рассказывал, что наша октава – это 8 измерений. Мгм. Мы находимся в 3-м, начали движение в 4-е измерение. И я говорил о том, что не так давно, в одной из бесед я говорил, что первые 6 измерений – это там, где есть время, то есть есть прошлое, настоящее и будущее. Это первые 6 измерений. Мгм. Начиная с 7-го измерения, этого уже нету, там только настоящее. То есть, начиная с 7-го измерения, это уже вечность. Они уже не подвержены времени. А вот первые 6 измерений, они подвержены времени, то есть есть прошлое, настоящее, будущее. При этом, чтобы хорошо было понятно и ясно, эти 6 измерений делятся на 2. Первые 3 и 4, 5, 6. Отличаются тем, помните, я тоже говорил о том, что мы их не видим. Мы не видим 4, 5, 6 измерения. Они для нас невидимый мир. Но они нас видят. В этом отличие. Они нас видят, а мы их не видим. Почему так происходит? Потому что вот эти первые 3 измерения, в котором мы находимся в системе пространства-время. Мгм. То есть первое пространство, потом время. Мгм. Пространство мы же видим вот с этой точки в эту точку, да? Ну да. Мы видим. Это вот как бы материальный видим. Но чтобы из одной точки в другую попасть, мы понимаем, что нужно время. Вот отсюда, так сказать, и астрологическое время, и вот сейчас атомные часы. Мы понимаем, что мы чувствуем, что вот есть время, да? Есть сутки, есть год, время идет. Но время мы не видим. Мгм. Пространство мы видим, а время мы не видим. Мы его чувствуем, мы знаем, что оно есть, Мгм. но мы его не видим. Вот поэтому наша система – это вот пространство-время. Есть пространство, мы знаем, что есть время, но время мы не видим. А вот начиная с 4, 5, 6 измерения, у них другая система. У них время – пространство. То есть сначала время, а потом пространство. Ну, Поэтому время, как я сказал, время мы не видим. И поэтому мы не видим их. Конечно, чисто научно, если это объяснять математически, это очень сложно, это сложные расчеты, и это не надо. Поэтому я стараюсь простым языком объяснить. Вот наша система пространство, время, а начиная с 4 измерения, там время, пространство. И из-за того, что время, пространство, сначала время мы не видим. И это происходит, например, вот я почему тоже вспоминал пирамиды. Пирамиды обладают этим свойством. Как я сказал, в разных местах пирамид разная образуется энергия. Так вот, в определенном месте пирамиды
где-то чуть выше середины. Там есть такой момент, что в этом месте образуется энергия, ее интенсивность такая, что в этот момент есть возможность перейти из пространства-времени во время-пространства, причем по щелчку, и оказаться в другом измерении. Но инопланетяне в этом месте комнату не сделали, потому что они понимали, что человек в третьем измерении еще не готов заниматься такими вещами, и специально этого не сделали. Хотя теоретически оно существует. И доказательством этому служит вот Бермудский треугольник. Вот, я всю программу хотела спросить про него. Да, вот вы слышали, что там исчезали и корабли, и даже самолеты, да? Да. Это правда. Почему? Дело в том, что на дне Бермудского треугольника есть пирамида, которая была построена вот в то время, когда я вот говорил, была цивилизация Атлантида, да? Угу. И вот где-то 15 тысяч лет назад, 18 тысяч лет назад, инопланетяне им помогали. Поэтому у них цивилизация расцвела, и они вот достигли своего пика вот благодаря помощи инопланетян. И вот в это же время инопланетяне вот построили там пирамиды. И вот одна из них, вот большая пирамида, была построена там, где вот этот Бермудский треугольник. Все это было затоплено. И эта пирамида находится на дне океана. Так вот, я поэтому упомянул. В этой пирамиде, естественно, время от времени вот эта энергия в середине пирамиды, она аккумулируется, и когда ее слишком много, время от времени происходит выброс. Но это тоже зависит от всяких магнетических, электромагнетического влияния самой Земли и так далее. Поэтому это происходит нечасто, но время от времени происходит выброс. И вот в этот момент, если там оказался корабль, когда был выброс, то он мог исчезнуть. А почему он исчезает? Потому что вот происходит, как я сказал, энергия достигает, и происходит, вот корабль был во времени и пространстве, и вдруг он оказался во времени и пространстве. То есть раз и поменялся по щелчку. И он уже оказался в другом измерении. Поэтому вот, к примеру, НЛО, которые внезапно появляются, это говорит о том, что они просто находились в другом измерении, раз и поменяли на наше пространство-время. И мы их сразу видим. Потом, так как они находятся в этом своем аппарате, у них там есть возможность, они просто нажимают, например, на кнопку, и вибрации повышаются, и по щелчку они оказываются в другом измерении. При этом само НЛО, оно может остаться на месте. Просто мы перестаем видеть его. А оно продолжает наблюдать за нами. И очень часто, то есть вот они сейчас постоянно находятся. И больше времени они находятся именно в другом измерении, в невидимом состоянии для нас. И только время от времени
они, так сказать, проявляют себя. И опять-таки проявляют себя, и это разрешено, потому что я сказал, вообще вот это снятие временного карантин, этот частично его сняли именно для того, что это одновременно идет подготовка к тому, чтобы наконец-то человечество имело прямой контакт. Но надо подготовить людей. Так сразу, ну, люди могли бы с ума сойти, если вдруг появились бы тут инопланетяне. А так идет подготовка, это постепенно входит. Вот поначалу просто какие-то вот объекты и так далее. Сейчас все больше информации тоже появляется. В общем, человек постепенно привыкает и скоро вообще уже не будет обращать внимания на эти летающие объекты. Ну, и летает себе. Проявлять интерес будут только те, кто, так сказать, профессионально этим занимается. Ну, уже есть профессионалы, которые занимаются, так сказать, уфологи. Они все это, так сказать, документируют, собирают все свидетельства. Вот. Но просто идет подготовка. И поэтому, как я упомянул в начале беседы, чуть больше полугода назад в парламенте США впервые заговорили об НЛО, это тоже говорит о том, что уже начинается более активная подготовка общественного сознания к прямому контакту. Но в настоящий момент просто идет подготовка. Вот поэтому был снят частично карантин. Прямого контакта не будет пока, не разрешается. Почему? Потому что я сказал, что на сегодняшний день по-прежнему идет борьба между позитивно и негативно поляризованными. И поэтому прямого контакта быть не может, потому что это конфликт интересов. Ведь не могут разрешить только позитивным или только негативным. Вопрос можно? Да. Смотрите, 7-го измерения, значит, они спокойно гуляют во времени. Да, для них времени не существует. Значит, они уже знают исход, что у нас будет на Земле. Нет. Нет? Этот вопрос очень сложный. Вот. Если они Вопрос спокойно... очень сложный, потому что существуют разные варианты. Значит, они могут гулять только до определенного момента, до 4-го измерения? Нет, они видят разные варианты возможного. Понятно. А этих вариантов, ну, достаточно много. Но опять-таки, помните, я вам говорил, что вот вы, Айсулу, думаете, вот вы здесь по земле ходите и даже не подозреваете, что, наверное, есть другая Айсулу, которая находится в соседнем измерении. Вы же не подозреваете. Ну, нет, конечно. Вот. А я говорил, что каждое измерение имеет свои подизмерения. Вот. Тогда вопрос... 7, причем 7 штук. 7 подизмерений. Эти 7 подизмерений имеют, каждая из них тоже по 7. И, видите, вот эти варианты, они проецируются. Получается так, что каждый вариант прорабатывается, но в разных измерениях. У нас то, что сейчас идет,
Это один из вариантов. Ну, у нас же вот он вариант, вот он. А тот вариант возможный. Нет, он тоже проживается так же, как мы. Вот там сидит другая Айсулу и разговаривает с Муратом, но там другая ситуация совершенно. То есть там я читаю лекции, а вы меня моделируете. Не обязательно мы можем также говорить, но сама ситуация совершенно другая. Там может быть такая ситуация, что там уже золотой век наступил. Мгм. А еще в другом измерении наоборот. Там, ну вот все, завтра ядерная война может начаться, потому что конфликт уже настолько острый, что вот-вот завтра уже все. Ну, а если А, там... а еще в другом измерении там вообще катаклизмы, там все полыхает и так далее, цунами и пол земли уже затоплено. Вот да, в той какой-то параллельной реальности погибает Земля. Наши, мы-то живы, и у нас идет дальше путь. Потому что мы находимся в своей парадигме. Это вот наше измерение, вот мы здесь находимся. Мгм. Поэтому я говорил, что я вот то, что объяснял, как вот Вселенная устроена, и вот на прошлой беседе тоже объяснял, да, я специально вот упомянул там 3 первичных закона, да, Мгм. единый космический закон. Я только сказал, что потом есть подзаконы, подзаконы и так далее. То есть это все. Но я специально так не загружал огромной информацией, что на самом деле Вселенная – это конструкция настолько сложная, что ее понять, ну, нам пока еще не дано. Понимаете, наш ум еще не в состоянии все это, так сказать, понять, тем более, что Вот есть это разные, я хорошо понимаю. да, есть разные измерения. И потом, например, наша наука, почему она топчется на месте и многого не может понять и объяснить. То есть некоторые вещи она как бы видит, но не может понять, почему происходит. Да? Ну вот хотя бы, как я дал пример, Земля начала быстрее вращаться. Наука это видит, что ну, часы определили все, есть приборы, которые все это определяют. Они видят, но объяснить не могут, они не понимают. А почему это происходит? И вот они только могут гипотезы какие-то выдвигать. А может быть вот поэтому, а вот там в ядре Земли там происходят процессы, что там, значит, ядро Земли нагревается, и отсюда быстрее вверх. Ну, вот всякие такие теории выдвигают. А кто-то говорит, нет, это вот планеты там влияют, так сказать, идет это чисто астрологическое влияние. И так. Ну, кто во что гораст. Это говорит о том, что понимание науки, оно вообще не соответствует тому, как устроена Вселенная, потому что те инструменты, которые использует современная наука, оно не соответствует тому, чтобы понять, как устроен этот мир. Поэтому, если даже наука захочет, она в настоящий момент не в состоянии понять, потому что нет этих инструментов. А наука, она как бы, они сами себя называют наукой. Почему? Потому что все должно быть доказано. Если это не доказано, это гипотеза и пока что, так сказать, все. Это нереально. Да? Реально только то, что можно доказать. А вот с доказательством проблемы, потому что ну, нету инструмента. Вот построили коллайдер, я тоже как-то говорил, да, об этом. Международное, так сказать, сообщество ученых, там чуть ли не полмира самых развитых стран вместе собрались
в Швейцарии построили коллайдер, где будут, так сказать, разгонять частички до такой скорости, что там они ударяются. И они, значит, говорили о том, я очень хорошо помню, говорит, когда этот коллайдер будет построен, они его запустят, есть надежда, что они обнаружат частичку Бога. Да? Бозон Хиггса, наверное, слышали. Это будет частичка Бога. Ну и запустили этот коллайдер. И вроде поначалу там крикнули: о, мы обнаружили частичку Бога, потом вдруг постепенно стихли, потом сказали: нет, мы все-таки ошиблись, это не была частичка Бога. Понимаете? Да, тем не менее наука развивается, но еще нет инструментов, которые могут как бы измерить, дать доказательства того, что вот мы называем, ну, вынуждены называть сверхъестественным, чудо и так далее, да? Хотя бы вот этот момент наука же не может доказать, вот, ну, висит неопознанный летающий объект, раз и исчез. Объяснить наука это не может. Видите, а я вам спокойно объясняю, почему это происходит, да? И по щелчку пальца. Причем, когда мы разбирали книгу тибетских мудрецов, я уже об этом не говорил, вначале я часто упоминал, а потом я уже об этом даже не говорил. И сам автор тоже писал о том, что они привыкли к тому, что вот эти мудрецы появлялись ниоткуда. Поначалу, естественно, их это удивляло. Говорит, вот я сижу в комнате один. И я помню, что дверь, значит, я закрыл, окна были закрыты, я сижу там, ну, что-то, может быть, какие-то записи веду. В этот момент появляется мудрец, сидит. Хотя дверь не открывалась, окно нет. Вот. Поначалу, естественно, его это удивляло. Говорит, мы с ним общались, а потом он также исчезал. Вот он сидел и исчез, растворился. Вот, и, ну и потом, естественно, когда, говорит, мы уже привыкли, когда мы прощались, например, мы шли куда-то там, у них поход, в другую там, переход в другую местность, ну, мудрец говорил, ну, вам это, наверное, займет дня 3, я вас там встречу, когда вы придете туда. Значит, до встречи. И растворялся в воздухе. Когда мы через 3 дня туда приходили, то этот мудрец вот так раз появлялся. Ниоткуда. И вот, естественно, говорит, мы поначалу удивлялись, а потом уже привыкли, да, и для нас это уже стало нормальным, да, вот. Появляется. Это вот то, о чем я говорю. По щелчку пальца мудрецы могут менять свою вибрацию и переходить в другое измерение. То есть, как я сказал, мы живем в пространстве и время, вот, достаточно поменять на время и пространство. И все. Так что я вам секрет раскрыл, Айсулу. Можете попробовать. Раз и нет у вас. Раз и появились. Это очень просто. Просто. Очень просто. Просто надо уметь менять свою вибрацию на определенную частоту, и раз, и человек растворяется. Когда он попадает в другое измерение, там... Ну, это могут себе позволить сейчас только люди седьмого измерения. Люди. Нет. Нет? Ну, мудрецы, они же здесь находятся, мудрецы на земле, вот. Они сколько уже лет находятся, и неизвестно, с какого они измерения. Ну, вот, начиная с 5-го измерения, это без проблем. Они это умеют. Вот поэтому я вот, они же, когда встречали Иисуса, я вот говорил,
На самом деле это была мыслеформа Иисуса, да? Мгм. И вот Иисус, он тоже появлялся. Вот раз в воздухе появлялся, вот раз ниоткуда появился Иисус. И также растворялся, исчезал. А Иисус, я говорил, он сейчас находится в 5 измерении. Значит, он не только может появляться где-то, да, он может, видите, появляться на другой планете, Мгм. в другой галактике, потому что он вообще находится в другой галактике. В 5 измерении, но в другой галактике. И по щелчку может здесь появиться. Потому что когда во времени, то есть вот эту систему менять, время и пространство, да, время оно делает невидимым, а пространство, оно как бы на втором месте. То есть пространство, оно не имеет значения. Поэтому они могут перемещаться быстро. Так красивая галактика, откуда, где сейчас Иисус, наверное, вся наполнена мастерами. Но 5 измерение, я говорил, что это очень высокий уровень развития. То есть я же говорю, вот даже если сравнить с 4 измерением, в прошлый раз я говорил, да, то это уже большая разница. Вот я Мгм. даже привел момент, что вот хотя бы возраст взять. М. В 4 измерении средний возраст 90 тысяч лет. Понимаете, какая разница? Потом в 4 измерении, ну там все другое. Там люди не болеют, потому что там нет болезней. Там люди не беспокоятся о своем пропитании. Там люди не беспокоятся о том, а где будут жить. Там нет таких проблем. Там люди занимаются другими вещами. Мгм. А таких вот бытовых проблем там нету. Вот, что поесть, чего там одеть и так далее. Вот этого всего нету. Ну, чтобы уже, так сказать, завершать нашу беседу, я вот только под конец хотел сказать, что я уже не раз говорил о том, что у нас есть шанс попасть в золотой век. И возвращаясь вот к нашему разговору о том, что вот почему сейчас невозможен прямой контакт, потому что у нас еще вот эта поляризация есть. Но я говорил, чем дальше мы будем продвигаться в сторону 4 измерения, и мы идем в позитивную поляризацию, вот как раз Земля идет в позитивную поляризацию, поэтому негативных будет все меньше и меньше с каждым годом. Они будут или в катаклизмах умирать, или в войнах, рождаться уже не будут, поэтому явное преимущество будет позитивных, все более и более, потому что мы туда движемся. И когда наступит уже явный перевес, когда уже, так сказать, бразды правления возьмут, ну, как бы уже на всей планете позитивные силы, вот тогда произойдет тоже прямой контакт с инопланетянами, потому что в настоящий момент это невозможно. Не можно, так сказать, устроить контакт и позитивных, и негативных, да, бардак начнется. Поэтому сначала, так сказать, на планете должен наступить, так сказать, превалирование позитивной поляризации, и тогда появятся инопланетяне, вот именно уже, так сказать, позитивно поляризованные инопланетяне появятся, будет прямой контакт. Ну и в это время наступит этот золотой век, о котором я говорил. То есть золотой век не наступит раньше, пока, так сказать, не будет полная доминация. И поэтому от нас тоже очень много зависит. Чем больше людей
будет позитивно настроенных, тем мы ускоряем этот процесс. То есть этот процесс, он может затянуться на долгие десятилетия. А может достаточно быстро прийти, то есть в течение ближайших лет. Это все зависит от нас, от людей, насколько нас будет больше, насколько наша энергия будет превалировать и насколько, так сказать, бразды правления на планете перейдут в позитивные силы, возьмут, так сказать, всю власть, и, так сказать, негативные будут на маргинесе, и все больше, так сказать, перестанут играть какую-либо роль. Вот тогда начнется уже построение Золотого века, и вот, так сказать, в это время и произойдет прямой контакт. Так что то, что сейчас происходит, НЛО, это идет подготовка. Чтобы мы постепенно привыкли, чтобы это потом не было для нас шоком, чтобы это был как можно такой естественный процесс, долгожданный, можно сказать. Да? Вот люди уже в конце концов появится желание, ну когда наконец, ну сколько ж можно на вас смотреть, давайте уж в конце концов садитесь, чайком угостим, да, посидим, поговорим по душам, да. Вот когда уже появится вот такое желание, ну тогда не. Но это появится, когда будет вот Золотой век. А Золотой век наступит тогда, когда будет превалировать позитивная поляризация. Все в наших руках, мы можем этот процесс ускорить. Ну или если будем мало, так сказать, в этом направлении работать, то и не дождемся на нашем веку. Поэтому давайте, я всех слушателей призываю, постарайтесь, делайте добрые дела бескорыстно, думайте позитивно. То есть мысль, слово, действие должно быть едины в позитивном русле. И тогда мы ускоряем этот процесс. Вот я к этому всех призываю. Призыв услышан. Спасибо вам за такую содержательную беседу. Очень было интересно. Прям мозги ломались. Как всегда, мозги ломаются, да? Но я надеюсь, я немножко прояснил эту тему с НЛО. Да. Тем не менее, пожалуйста, пишите в комментариях, если кому было что-то неясно, может быть, я чего-то не договорил, пишите вопросы, я с удовольствием отвечу. Спасибо большое. И вам спасибо, Айсулу. Всего наилучшего всем и вам. Всего хорошего. До свидания.